все! Всем привет, дорогие мои девочки и мальчики! Я сегодня снова хочу что-то спечь. Сегодня уже воскресенье. Вечером пойдем к нашим ребяткам, поэтому хочу Викусе моей испечь булочки сладкие. Вот я готовлюсь. Вы уже знаете это все, тесто, булочки, какие буду делать. Так что особо нового здесь ничего нет. Кому будет интересно, просто посмотрите рецепты в плейлисте, и там мои сладкие булочки есть. Я сегодня буду опять что-то с чем-то соединять. То, что у меня есть в холодильнике. У меня есть чуть-чуть кефира, молоко есть у меня. И поэтому я буду опять все делать на глаз, девочки. Муку не просеиваю, она у нас чистая. Просто я ее вот так вот сейчас помешаю, чтобы она разбила комочки или что тут есть. В общем, 500 грамм муки я намешала, вернее, отмерила. И сейчас я дальше яйца мне принес Массимо. Благо есть. Благо, что мы живем среди всей семьи нашей. Чего-то нету, как дома в России, знаешь, тук-тук, дай мне яйца, дай мне масло. Это так хорошо, это так удобно. Так, одно у меня было, одно еще возьму. Я хочу сделать опару пока, девочки, и немножко хочу использовать закваску, чтобы ее просто не выбрасывать. Потому что ее уже становится много, а таким образом я ее использую как опару, и думаю, будет нормально. И добавлю еще дрожжей тоже. Возьму, ну сколько? Возьму 100 грамм. Теперь эту закваску мне надо докормить. Обнуляем, чтобы ее уже убрать. Добавлю 50. Вот так. И 50 грамм воды. Окей. Как в аптеке. Все хорошо перемешиваем. Вот она снова, видите, стала столько же, сколько была практически. 100 грамм убрала, 100 грамм добавилось, и все. Все хорошо взбиваем, перемешиваем. И пока отставляем в сторону. Так, теперь у меня должно быть 250 грамм кефира. Но у меня, конечно же, его нет. Поэтому я выжимаю все остатки. Добавляю молоко в баночку кефирную и домеряю. Ничего страшного в этом нет. Вот так. Добавляю молоко, пусть будет все вперемешку. 230. Ну и хорошо. 240. Все, вот это я сейчас слегка подогрею. Вот это я слегка подогрела на 15 секунд. 20 грамм водички у меня. Кладу 12 грамм дрожжей. Размешиваю в этой водичке и закину тоже вот сюда. По рецепту надо 20 грамм свежих дрожжей. Но я не буду, так как у меня есть эта закваска. Так, перемешиваем. Перемешиваем, чтобы они разошлись. Вот так. И высыплю сейчас все туда вот в общую массу. И добавлю еще туда муки с общего количества. Добавляю сахар. 2 маленькие ложечки. Потом добавлю еще сюда. Можно мед добавить по вашему усмотрению. Так, да. Вот так. Вот. Думаю, достаточно. Сделаю такую опару. Можно еще добавить отсюда. Со стакана. Здесь у меня вот 240 грамм же молоко с кефиром было. Вот. Чуть-чуть сюда. Что-то он у меня там сварился. Ничего страшного. И муку.
добавляю сюда вот несколько ложек муки. Вот так. 3 ложки муки. Все вот это вот так сейчас оставлю чуть-чуть до поднятия шапочки. Сейчас уберу в духовой шкаф, чтобы там было тепло. Где моя шапка-невидимка? Все убираю в духовку. Смотрите, мои дрожжи уже активировались, поднялись, готовы. Так что теперь я буду продолжать замешивать дальше. Здесь мое молоко с кефиром, которое я слегка подогрела. Ну, наверное, оно уже подостыло. Выливаю сюда. В серединку сделала просто лунку, чтобы другую посуду не пачкать. Сюда разбиваю. Где мое? Вот. Одно целое яйцо. Вот так. И 1 белок. Желток сохраняю для смазки. Так, раз, 2. И все. Желток сюда, а это сюда. И все, и хорошо все перемешиваю. Кладу щепотку соли, ну, пол чайной ложки где-то. Вот так. И кладу 2-3 большие ложки сахара. Раз, 2, 3. Все это вот здесь в серединке вот так размешиваю. И туда сейчас добавлю свои дрожжи, которые уже готовы у меня. Вот, посмотрите, какие они уже хорошие, активные. Таким образом я использовала и 100 грамм закваски, и немножко дрожжей обычных. Также сюда выливаю 80 грамм подсолнечного масла. И вот теперь все можно перемешать. Постепенно оно вмешивается сразу и с мукой. Так, ничего не забыла? Ванилинчик. Ванилинчик для запаху. Это надо. И теперь замешиваем тесто. Аккуратненько. Добавляя со стенок, вот так вот я добавляю, чтобы отдельно это все не надо было замешивать, потом снова соединять, вбивать, вмешивать муку, а то оно вот так потихоньку, видите, оно как комбайн, само потихоньку моя рука все забирает. И будет у нас вот такое красивое тесто. Мягкое должно получиться. Вот. Вот так. Главное собрать все в комок, а потом мы его домешаем на столе. Жидковато. Но это не проблема. Это потому, что у меня была закваска, 100 грамм закваски, а муку-то я не увеличила. Это что же, как бы жидкость, да, получается? Ну ничего, сейчас мы все исправим. Вот так беру, подсыпаю аккуратно и вмешиваем. Ой, какое оно мягенькое, хорошее. Мягенькое, хорошее. Ну, еще, наверное, грамм 50. Все. Все, больше не надо будет. Все, теперь зачищаем и вмешиваем все туда. Видите, оно какое мягкое. Оп. Домешаю тесто сейчас на столе. Минут 7-10. Чтобы оно пришло в себя потихоньку. Слегка подсыпала стол мукой. Сильно его забивать не буду мукой. Буду смотреть. Все, девочки, домесила тесто. Вот такое оно, видите, мягкое получается. Сейчас я его сюда, в эту чашечку, где было.
Хорошо, что я не закинула ее мыть, потому что у меня такая привычка, как только отсюда беру, сразу добавляю воду, чтобы не пересохло. Все вот так вот обваляла, округлила и вперед. Закрываю пленочкой. Где моя шапочка-невидимочка? Вот так. Все. И часа на полтора убираю снова в духовочку. Вот такая красота. Это я хочу добавлять крем, девочки, в свой или пирог, или булочки. Я еще думаю, что я буду делать. Сейчас у меня уже тесто тоже простояло. А вот так вот я отдельно вам решила снять этот заварной крем. Я его выпущу отдельным видео, чтобы был у меня отдельное видео заварного крема тоже. И все. И оставлю остывать. Вот, посмотрите. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая лепота получилась у меня. Я уже подготовила вот такую сковородочку. Все-таки сделаю в одной сковородке типа отрывного пирога. Варенье у меня, добавила туда муку, ложку. И буду еще добавлять заварной крем. У меня нет крахмала, вот это меня очень надо обязательно купить. Добавила еще одну ложку, чтоб уже наверняка никуда ничего не убежало. Мое тесто уже подошло. Посмотрите, как оно выросло. Оно простояло 1,5 часа. Сейчас я его выкладываю вот так на стол. Боже, какая красота. Какая красота, девочки. Очень мягенькая, нежненькая, пушистенькая. И теперь я его должна разделить на 13 частей. Делю на 13 частей, приблизительно по 80 грамм. Все, девочки, поделила на 12 одинаковых по 90 грамм. И вот этот у меня 70. Последний должен быть 70. Сейчас я их все вот так аккуратненько округляю, туго затягиваю и отставляю. Вот, чтобы они еще раз расстоялись. Потом уже минут на 15-20 еще отставляю их. Округляю все. Вот. Собираю все в кружочек. Накрываю все пленочкой, чтобы они не высохли. И все. И на 15 минут оставляю их. Поменяла форму. Девочки, форму взяла чуть-чуть побольше. Это 30 у меня. 30 сантиметров. Все, теперь вот так вот беру и раскатываю. Вот так. Вот. Так, теперь, девочки, берем вот здесь, делаем вот такие надрезики. Вот так. Вот. Сюда кладем начиночку. Начинку кладем, где моя ложка, чуть-чуть варенья и чуть-чуть кладу крема. Вот так. Теперь вот так вместе беру и закрепляю вот здесь по краям. Вот тут не дотянула.
Оттягиваю и заворачиваю. Здесь аккуратно очень. Тоже зацепляю этот шов. И здесь закрываю. И здесь закрываю. Вот так. Вот такая формочка должна получиться. Аккуратно ее вот так сгибаю и отставляю в сторону пока. Так, следующее точно так же. Маленькую пока не трогаю, я ее буду в серединку делать. Попробую большой. О, ну да, конечно, большой удобнее. Вот так. Кладу чуть поменьше. Давайте буду класть поменьше. Вот так. Не порезала. Главное аккуратно продавить, более сильнее. Это вот так. И заворачиваем. Все, и скрепляем также шов. Можно и здесь еще раз пройти, скрепить. И такая красота получается. Ну и последний мой шарик. Последняя булочка у меня. Все. Выгребаю все варенье под расчет. Конечно, крема осталось много хоть, но мы его и так съедим. Его все любят. А это вот так вот сейчас закроем. Надеюсь тоже очень, что не убежит. Вот так. Очень надеюсь, что не убежит. И теперь укладываем вот таким образом. Делаем типа этой. Сгибаем их вот так слегка подковкой, рогаликами, вот так вот, да, чтобы они вот здесь вот один напротив другого. Как-то вот так вот их сейчас размещу. Вот этот побольше, который уже отстоялся. 6 штук в одну сторону надо сложить и 6 штук в другую сторону, девочки. Вот так вот. Раз, два, три. И еще один. Давайте вот этот. Вот так, да? Вот так вот. Вот смотрите, сейчас вот эти надо положить наоборот, чтобы они вот в эту сторону к ним смотрели теперь в другую сторону. 3,
В общем, кругленький надо положить. Вот. Это сюда. Вот. Ну и этот вот сюда. Вот так вот как-то их надо разместить красивенько. И вот сюда в середине. О, еще один же у меня чуть не остался, девочки. Так, давайте потеснитесь-ка, пожалуйста. И вас я положу вот сюда. Вот так. Ну ладно уж, как есть. А это вот сюда. О, вот такой цветочек у меня получился, девочки. Сейчас я ему дам подойти. Ну и потом будем выпекать. Все, девочки, думаю, достаточно. Расстоялось мое тесто. Ну, конечно, ему тесно, но ничего страшного. Вот мой желток, кладу туда 2 чайные ложки простой, обычной, холодной воды. Все вот так вместе взбалтываю. Мажу по всей поверхности. Зато будет необычный пирог у нас вот такой. Такой мы еще не делали. Я все была на раздумьях сделать или пирог какой-нибудь фигурный, или булочки. Ну, вот так вот. Думаю, будет красиво. Буду выпекать, девочки, при 180 градусов на минут 40. Ой-ой, что-то мне не хватает даже желточка моего. Надо растянуть. Хватает, хватает. Вот такой пирог у меня. Убираю в духовку выпекаться. Ну вот мой пирог и готов, девочки. Полюбуйтесь только на эту красоту. Я тут еще в серединке подсыпала вот эти семечки, но они куда-то стекли у меня. Сползли, вернее. Вот такой он получился. Весь пропекся очень хорошо. Но сейчас он должен немножечко подостыть, чтобы мы его могли понести к нашим ребяткам, уже как-то подостывший немножко. Очень красивый, очень аппетитный, мягкий. Ну, он сейчас еще очень горячий. Девочки, вот такая красота. Ну, в общем, девочки, он испекся. Видите, вот где-то внутри он слегка, наверное, вытек. Но снизу, сейчас я вам покажу бумагу даже свою, подождите. Вот, видите, посмотрите. Бумага абсолютно чистенькая. Я его просто вот переложила, думала, что снизу вдруг будет еще сыроват. Но видите, он очень хорошо пропекся, поэтому нет необходимости его больше держать. Думаю, что вполне достаточно. Все, буду заканчивать свое видео, девочки мои дорогие. Готовьте на здоровье, пейте чай с таким пирогом. Он будет отрывной, вот так вот отрываться очень легко. Сейчас он просто очень горячий, и я не могу вам это продемонстрировать. Поэтому буду ждать ваших комментариев, как всегда, дорогие мои девочки. И до новых встреч. Пока-пока.